Привет, с вами Алена. Сегодня выполним коррекцию на те ноготки, на которых я пробовала систему Аврора. Помните, было такое видео еще перед Новым годом, ногти проходили 5 недель, кроме одного, вот этого указательного, на него уже делали ремонт. С ним что-то там пошло не так, он, по-моему, сломался. Ну, в общем, что хочу сказать. В принципе, все ногти относились хорошо, хотя база достаточно эластичная и мягкая, то есть я бы сказала, что для таких прям вот длинных ногтей, но, наверное, не стоит прям вот так вот рисковать. Все-таки надо было бы чем-то еще их укрепить. Но даже в таком случае клиентка у меня все проносила, все отлично, кроме одного пальчика, который она ударила. В общем-то, по большому счету особо и отслоек не было, то есть какая-то мелочевка, и то, извините меня, за 5 недель, ну, в принципе, имеет право и отслоиться, не так ли? То было бы странно рассчитывать на то, чтобы ногти были вечные, ведь мы все знаем, что срок носки искусственного покрытия вообще-то заявленный, если что, 2 недели изначально было так, а все остальное наши личные рекорды. Это, знаете, как русская баба, да, и коня на скаку остановит, и в горящую избу выводит, и гель-лак по 5 недель носить может. Ну, короче, мы такие талантливые. Ну ладно, в общем, после того, как мы все сняли, мы поняли, что мы не хотим выбирать никакую длину, и что мы хотим оставить все это в том же состоянии, в котором есть, просто немножко скорректируем форму. Поэтому спилили все твердосплавной фрезой, у меня реверсивная фреза от Magic Beats. Дальше придали форму пилочкой от Atis. После этого я тестировала бафик. Бафик, который должен был идти на клеевой основе, но мне предложили попробовать его без этой основы. Ну, в общем, короче, бафик хороший, абразив классный, но я считаю, что все-таки лучше его наклеить, потому что он слишком мягкий, и для именно работы с ногтями, с искусственными покрытиями все-таки сложновато. Хотя на педикюр он бы вполне себе зашел. Ну да ладно. Дальше в стандартном режиме, в обычной технике делаем обработку, используем присыпку. Ну и мой любимый срез, конечно же, кусачки, конечно, от Ниппонов. Тут ничего не меняется. И тут еще, естественно, шлифовка. Вообще вот до фрез Magic Beats я вообще не шлифовала кутикулу. Раньше управлялась просто, думала, срезала и нормально, а теперь вот это вот желтенькая просто любовь моя. В общем, маникюр выполнили. Поняли, что ногти что-то у нас в разные стороны малек торчат. Я думаю, что это видно, да, которые они растут один туда, один сюда. Ну, в общем, решили, что будем поправлять. Этот вообще скручивается. И поправлять будем все это дело при помощи полигеля. То есть это такой густой гель, если кто-то не знает. Акригель еще их называют. Вот, и использовать буду, естественно, праймер, базу и так далее. В общем, обезжириваем ноготь. Это тот самый ноготь, у которого направление вообще, в принципе, страдает, растет он в сторону. Поэтому наносим на него праймер. Дальше подложку. Я взяла жидкую базу от Банди. Это Vita гель. Она у них типа идет витаминизированная. Ну, не знаю, насколько там, конечно, витамины есть, но как подложка она хорошая, она очень тоненькая. Еще ее классно на педикюр. Дальше мочим апельсиновую палочку в обезжиривателе. У меня спирт. Достаем полигель из крышки, потому что он у меня вытек, а ничего не должно пропасть. И смоченной влажной апельсиновой палочкой распределяем гель. Как видите, я его распределяю чуть в сторону, потому что сам ноготь у нас растет в другую сторону. Нам бы его немножко поправить. У меня в самом-самом начале моего ютуба есть видео по работе с полигелями. То есть у меня там есть несколько способов того, как можно нанести полигель. И вот все-таки я подумала и решила, что самый, наверное, эффективный способ, ну, по крайней мере, для меня, это вот так апельсиновой палочкой, и при желании можно выгладить все это дело еще кистью. Но вот именно само нанесение все-таки апельсинкой. У нее и форма такая прекрасная, копытца, и как-то это все проще и легче проходит. Ну, в общем, после того, как мы полигель посушили, обезжирили, опилили сверху, нам еще остается доработать снизу. И тут в помощь твердосплавная фреза, вот такая маленькая, но мощная крошка, тоже от Magic Beats, и тоже, как всегда, ссылки на все свои инструменты, на самые любимые, я оставляю под видео. Пожалуйста, смотрите. А то потом сидишь, директ лопатой раскапываешь, а там, а что за пилка, а что у вас за кусачки, ну, чтобы вот этого, короче, не было. Пожалуйста, смотрите, сэкономьте мое время, я вас просто умоляю. А второй ноготь, ну, точнее, не второй, мы там, на самом деле, корректировали все
не побоюсь этого слова, 6 ногтей. Мы практически сделали наращивание поверх ее ногтей. Ну, в общем, короче, здесь я решила попробовать его скорректировать тоже полигелем, но уже посредством верхних форм. Что хочу сказать. Такой способ коррекции вполне возможен. Он тоже эффективен, но для меня все-таки он кажется более долгим. Ну, потому что здесь берешь полигель, выкладываешь его на форму, также опиливаешь. Короче, все то же самое, только еще надо достать эти верхние формы. Мне легче банально выложить это на ноготь. На ноготь. Через К сказала, все слышали? Но не люблю я через Г говорить, ну, ноготь, потому что, понимаете? Ладно. Это что-то у меня накрыло меня. Вот. Короче, я считаю, что проще всего это сделать тупо сразу на ноготь апельсиновой палочкой и не мучиться с верхними формами. Ну, просто лишние телодвижения. Но, опять-таки, это чисто мое субъективное мнение. Может, кому-то легче именно в таком режиме работать. Ну, а здесь все стандартно. Также опиливаем там, здесь со всех сторон и получаем такой же красивый ноготок. А здесь через Г, да, сказала? Интересная история. Вот такая вот я непостоянная, то К, то Г. В общем, после того, как закончим опил, будем выбирать цвета. У меня новая коллекция лаков, но на самом деле она не новая, просто у меня они новенькие, и это, я, по-моему, уже везде сказала, что у меня есть новые неоны, и так они мне нравятся. В общем, решили мы выбирать, и выбор пал на градиент, потому что выбрать один из этих цветов было просто невозможно. И сейчас будем делать несколько вариантов перехода из цвета в цвет. Один из них прям такой популярный с молочкой, другой классический. И нам, кстати, сказали, что это маникюр цвета Инстаграма. Вот так вот. В общем, берем кисточку амбрешную. У меня кисточка от MS Pro. Я думаю, надеюсь, что все расслышали. В общем, наш ноготь готов. Дальше мы берем цвет, который нам нравится. У нас это розовый фуксия, цвета от Newton. Ссылку тоже оставлю в описании. Кстати говоря, эти лаки продаются на Wildberries. По-моему, круто. Просто взял, заказал, и никаких тебе проблем. Ну ладно, в общем, нанесли наш оттенок, который нам нравится, растянули его прям по сухому, вот так же, как я это сделала. И дальше нам понадобится молочный гель, или если у вас база, то берете молочную базу, наносите ее тонким слоем и также стандартненько распределяете. У меня молочка от Black. Тоже очень красивый цвет, он такой плотный белый. Наверное, нужно было взять немножечко попрозрачнее, но в принципе на выходе очень даже нежненько вышло. В общем, распределяем стандартно, выкладываем. У меня в помещении было прохладно, и гель будто бы был немного густоват, хотя обычно конкретно этот гель очень круто выравнивается. Ну, я думаю, что мы зря открыли окно в тот момент. Вы знали, да, что температура очень сильно влияет на ваши материалы и иногда может сыграть злую шутку, как, например, жара на базе может вам такую подставу организовать, что мало не покажется. В общем, дальше все это дело выравниваем, если есть какие-то мусоринки, все убираем. Ну и теперь сами ногти цвета Инстаграм. Ну, тут будет переход из цвета в цвет. Я взяла далеко не 2 цвета, даже прям не 3. В общем, я взяла их побольше для того, чтобы переход был легче. Но все равно что-то я намучилась. Наверное, давно я градиента не делала. Ну ничего, сейчас уже весна, лето. Сейчас будем валять. Тут я взяла кисточку поуже. Это уже кисточка Рублев. И я взяла ее не потому, что та предыдущая хуже, а потому что, ну, не знаю я, почему ее взяла. Может, она мне под руку попалась, потому что, естественно, этот маникюр я делала с перерывами практически целый день. Туда-сюда отрываясь. И не спрашивайте меня, как мои модели все это терпят. Кстати говоря, это была не то, чтобы модель, это сотрудница салона, это наш управляющий директор по развитию, поэтому, ну, в общем, мы с ней, ладно, не за неделю сделали в этот раз, уже хорошо. Я считаю, что мы неплохо так справились. Вот тут я снова кисть поменяла. Я, короче, нестабильная в этом плане. Рассказать, как делать амбре, ну, не знаю. Чтобы получилось амбре, надо его все время делать. Вот это я точно могу сказать. Потому что это понимание, оно должно прийти к тебе в голову. То есть сколько набирать лака. Конечно, надо знать, какие у тебя лаки, как они смешиваются. И лучше всего, ну, быстрее всего, конечно, 2 цвета смешиваются, которые близкие друг к другу. Вот я на остальных ногтях буду делать другой переход из розового фуксии в оранжевый. И там 2 или 3 цвета, и там это вообще быстро, просто с закрытыми глазами делается. Тут все-таки более сложные переходы, и это было немного дольше. Но есть фишечка, то есть если у вас не получается переход из цвета в цвет, намешайте промежуточный оттенок.
То есть возьмите два цвета, которые вы хотите соединить, поставьте по капле каждого 50 на 50 на палитре, смешайте, у вас получится оттенок, который вы нанесете вот так вот в стык между ними, и смешивание пройдет намного быстрее и комфортнее. Ну а если амбре не получилось, у вас всегда есть топ с блестками. В любой непонятной ситуации просто берем и наносим блестки. Всегда будет красиво, всегда будет выигрышно. А вот так, кстати говоря, пальчиком я убираю излишки геля с кончика, потому что, ну, если он там останется, будет некрасиво. Дальше я решила дорисовать возле кутикулы более фиолетовым оттенком для того, чтобы нашему переходу придать глубины. Вот, и лучше бы было немножко по топу, конечно, растянуть. Зря я по сухому пошла. Но ладно, как бы сделано, сделано. Вообще, конечно, был план потом на этом ногте нарисовать еще иконку от Инстаграма, но что-то пошло не так, планы поменялись, и у нас получился совсем другой маникюр. Но, тем не менее, цветовая гамма все-таки действительно как в Инстаграме. Но заметьте, тут уже миллион манипуляций было на этот ноготь, потому что я понимала, что мне не нравится, что он не плавный, и уже хотелось все это спилить. Но меня Лена остановила. Ну да ладно. На самом деле, знаете, когда делаете амбре, делаешь его и вот как бы ненавидишь немножко. И думаю, что все, там, я бездарность, у меня ничего не получается. Потом перекрываешь топом, такая фотографируешь, о, ничего, прикольно. Оказывается, в общем, очень даже ничего. И, в общем-то, очень красиво. Ну, в общем, честно говоря, перфекционизм иногда мастеру мешает. И это точно могу сказать. Ладно, проехали. Остальные ногти тоже выполнили амбре, где-то такой же, где-то полегче из двух цветов. Ну и дальше поехали мои любимые. Это стразики. Здесь я их ставила на... На что я их ставила? На базу я ставила эти стразы. Почему не на клей? У меня нет объяснения, почему именно клей, потому что просто в этот раз на базу клей было неохота за ним идти. Вот, и вообще в любой технике можно поставить стразы, кому как удобнее. Если элементы крупные, то берите полигель. Ну, в общем, устанавливаем стразы в произвольном порядке. У меня было вот так, и это прям был план изначально, потому что я знала, что у меня есть цвета, и стразики неоновых оттенков, и все это подходит. И да, это Сваровский, и у меня их пока много, так что не знаю, у кого там что закончится, у меня очень надолго хватит. Все ногти перекрыли топом, стразики закрепили и поняли, что нужно что-то там добавить. Честно, это был 551 дубль, когда мы, уже все перепробовали, разного вида полосочки, в итоге пришли вот к таким вот колябушкам, потому что больше ничего не придумали. Но потом получилось классно. Нарисовали это все белой гель-краской, так как не могли понять, с липким слоем она или без. Прям реально не было написано на упаковке. Не помню, какая краска, сейчас не скажу, потому что мы там миллион перепробовали. В общем, посыпали блестками, потому что нужно было как-то определяться. Мы сделали вот так. Я считаю, что получилось круто. Ногти вообще огнище. Пока-пока.